Здравствуйте, дорогие друзья! Дата рождения, когда вы родились, определяет одно из важных чисел в вашей карте рождения. Это число жизненного пути. Его можно сравнить со сценарием предполагаемого спектакля, который в сущности представляет собой ваша жизнь. Люди с одним и тем же числом жизненного пути могут принадлежать к разным социальным слоям. И, естественно, не у всех будет наблюдаться абсолютное совпадение всех черт характера. Тем не менее, у них будет немало общего, что и подразумевают числа жизненного пути. Очень редко встречаются люди, чей характер вообще не соответствует тому, на который указывают числа жизненного пути. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, как определить число жизненного пути, информацию о людях с числом жизненного пути 2 и как этим людям наилучшим образом использовать свои положительные качества, а слабое качество направить в позитивное русло. Ведь мы не всегда знаем, что соответствует нашим способностям. В итоге неудача следует за неудачей, и все может закончиться депрессией. Друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, самое интересное вас ждет впереди. Для того, чтобы определить число жизненного пути, воспользуйтесь самым простым способом, а именно возьмите свою дату рождения и сумму составляющих ее цифр сверните к однозначному числу от 1 до 9. Например, дата рождения человека 16.06.1978 года. Число жизненного пути мы получаем путем сложения всех цифр, входящих в эту дату рождения, а именно 1 плюс 6 плюс 6 плюс 1 плюс 9 плюс 7 плюс 8 равно 38. 3 плюс 8 равно 11. 1 плюс 1 мы имеем 2. Число жизненного пути человека, рожденного 16.06.1978 года, равно двойке. Вы также можете рассчитать числа жизненного пути интересующих вас людей. Внизу под видео есть пример расчета, а также ссылка на плейлист «Число жизненного пути», в котором представлено видео с числами жизненного пути от 1 до 9. Люди с числом жизненного пути 2 очень спокойные и не любят выставляться. Будоражить и взрывать мир – это вообще не их амплуа. Большинство из них и не помышляют об этом. Как следствие, они чаще всего занимают подчиненное положение как в личной жизни, так и на работе. Но это совсем не говорит о том, что они не в состоянии руководить. Однако они должны будут предпринять решительные шаги, чтобы преодолеть излишнюю скромность, как только им наскучит играть роль второй скрипки. Вот почему многие из них, имеющие успех в жизни, начинали восхождение на пьедестал очень медленно и, главное, что не сразу. Это говорит о том, что число 2 в качестве числа жизненного пути не всегда служит барьером на пути к великим достижениям в любой сфере деятельности. Поэтому не слушайте никого, что число 1 – это лидер, а 2 – нет. Это не соответствует реальности. Все зависит от карты рождения конкретного человека. Некоторые из этих людей, наделенные особым даром какой-либо области, что и приносит им признание, а иногда и славу. Правда, большинство людей с числом жизненного пути 2 не покоряют вершины. Им часто не хватает напористости, жесткости, чтобы реализовать свои идеи и проекты. Мир и покой им как-то милее. Их рассудительность и скромность вызывают уважение среди представителей разных социальных слоев. Эти люди обладают мягким юмором, легко сходятся с людьми, в итоге их обожают и друзья, и случайные знакомые. Власть редко интересует их. Достигнув власти, они используют ее ради целей, которые считают важными для себя. Наиболее энергичные из них ставят перед собой задачу изменить мир к лучшему. Ими чаще всего руководит сердце, нежели разум. В результате они нередко находят свое призвание в социальной сфере. Их музыкальные, художественные и литературные способности могут быть выше средних. Даже если эти способности не достигают профессионального уровня, использование природного дара может принести им подлинное счастье на всю жизнь.
Вместе с тем, не всем из них даже самоотверженным по натуре суждено стать счастливчиками, добивающимся легких побед в жизни. Многие из них отнюдь не принадлежат к тем людям, которым деньги сами текут в руки. Их суждения высоко ценятся окружающими, однако им самим часто не хватает убежденности в своей правоте. Следует помнить, внимательные и восприимчивые ко всяким проявлениям непорядочности, эти люди довольно быстро подмечают нечестные повадки тех, кто готов ходить по головам ради достижения собственных целей. Но им стоит научиться не принимать близко к сердцу негативные явления и сосредоточиться на положительных. Ведь это будет им только вредить, поскольку эти люди не находят радости в борьбе за успех любой ценой, они ищут отраду в личной жизни, возможности удовлетворять свои интересы и применять свои таланты. Для большинства невозмутимость служит их самым важным достоинством. Они не теряют головы даже тогда, когда все вокруг только это и делают. Таким образом, они обладают значительно большим ресурсом выживания, чем невыдержанные люди. Эти люди, добивающиеся наибольшего успеха в жизни, способны производить впечатление закаленных, как сталь людей, несмотря на то, что в их душе в это время может пылать костер. Мир, спокойствие и счастливую жизнь у домашнего очага они ценят больше всего на свете. Но сколько бы важную роль не играли для этих людей дом и домашний очаг, они не отгораживаются от внешнего мира. Многие из них любознательны по натуре, и их влекут к себе широкие просторы. И их романтические партнеры должны в значительной степени обладать здравым смыслом. Сексуальная страсть может отойти на второй план, уступив место подлинному уважению и любви. Это весьма преданные люди и взамен требуют абсолютной верности. До тех пор, пока эти люди чувствуют, что их любят, в них нуждаются, что они занимают особое место в сердце партнера, все прекрасно. Но стоит закрасться сомнением, как они мгновенно начинают ревновать, особенно если на это есть реальные основания, и могут прибегнуть к разным мерам в своем стремлении сохранить семью. А иногда просто начать мстить. Не надо их провоцировать. Мой опыт показывает, что если люди с числом жизненного пути 2 заключают брак в год, когда очередной их день рождения был в субботу, то требование к абсолютной верности от партнера резко возрастает. Ведь суббота находится под влиянием Сатурна, а это планета законности и самодисциплины. Должна отметить, что в карте рождения многих людей хорошо видно, что они точно знают, когда их обманывают. Поэтому, если человек с числом жизненного пути 2 понимает, когда другие люди врут, то его партнеру желательно об этом знать. Ведь такие люди определяют, что им изменили практически сразу. А ведь не у всех людей стоит в карте рождения возможность нескольких браков. Кроме того, есть люди, особенно женщины с числом жизненного пути 2, которые не покажут, что они знают об изменах и будут во всем винить себя и ненавидеть партнера. В конечном счете это скажется на их здоровье и может привести к серьезным заболеваниям. Женщина с числом жизненного пути 2 должна особо тщательно выбирать себе партнера, чтобы он мог разделить с ней заветные мечты о счастливой семейной жизни. Сделав свой выбор, она, скорее всего, останется верна супружеской клятве, независимо от того, хорошо это или плохо. В психологическом плане это замкнутые люди. На людях они чаще всего скрывают чувства, изображая внешнее спокойствие. Эти люди четко знают, что им нравится, а что нет. Они могут быть отличными друзьями, но тот, кто причинит им неприятность, найдет в них непримиримого врага. Это качество вредно их здоровью. Таков один из худших аспектов их личности. Но, несмотря на все вышесказанное, это не обязательно означает, что жизнь людей с числом жизненного пути полна разочарований и неудач. Эти люди способны найти такие сферы применения своих талантов, которые могут дать гораздо более ценные результаты, чем те, которых достигают амбициозные люди, ставящие перед собой материальные цели. Многие из них не считают себя особо одаренными, полагая, что у них
средней способности. В своих поступках они ориентируются на мнение большинства. Выступая за сдержанность и компромисс в решении спорных вопросов, эти люди вместе с тем проявляют завидное мужество, защищаясь от нападок. И часто побеждают. Однако они редко идут на обострение обстановки в стремлении добиться успеха любой ценой. И таким образом не получают то, что заслуживают. Часто эти люди сталкиваются с тем, что даже тогда, когда судьба предоставляет им все возможности для успеха и счастья, они чаще всего умудряются проявлять нерешительность, не зная, к чему склониться. Это означает, что у них не хватает целеустремленности, и в итоге они могут мучиться всю жизнь. Какими бы ни были их достижения в жизни, большими или малыми, природная честность и порядочность большинства людей с числом жизненного пути 2 служат аргументом в пользу того, что без них мир, в котором они живут и борются, был бы беднее. Именно быть такими и является их целью. Правда, не для всех это желание может быть главным в их жизни. Хочу отметить, что на каждого из нас очень сильное влияние, кроме числа жизненного пути, оказывает также и число души. Например, если вы родились 8, 17 или 26 числа любого месяца, то ваше число души 8. Информацию о числах души можно получить из видео, которое находится в плейлисте «Число души», ссылка на который сейчас появится в правом верхнем углу, а также есть в конечных заставках и в описании под этим видео. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. И пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!